И хай, народ, у аппарата, как всегда, несменный его ведущий, я Дэнфоб. И сегодня я расскажу вам свое мнение о просмотре «Трансформеры. Восхождение Зверороботов». Ну а перед началом, как я начну, попрошу поставить лайк, написать комментарий и оформить подписку. Вам не трудно, а мне приятно. Ну а я начинаю. Сразу говорю, я ожидал этот фильм целый год, и мои ожидания были оправданы. И поэтому я со всей радостью, со всей душой пошел на фильм. Конечно, не в день выхода, но все же 2 или 3 дня, по-моему, если не ошибаюсь, подождал, когда выбрал удобное для себя свободное время от работы и вообще, когда не будет никаких проблем. И я подготавливался это очень давно. Я хожу в одну сеть кинотеатров под названием «Мягкий кинотеатр». И там я копил бонусы, за которые можно обменять на, например, на фильм. И много ходил я в кино, например, по Пушкинской карте или же на другие какие-то фильмы. И много набрав бонусов, я пошел в фильм, можно сказать, всего лишь за 100 рублей. И как бы меня это очень удовлетворило. Купив сырного попкорна, которого так хвалят, и купив пепси, я пошел, естественно, на свой фильм. Выбрал коронное место, где по сути середина, и вроде и близко, и вроде и далеко, и очень хорошо все видно глазам. Фильм получился просто вообще шикарный, огонь. Мне он понравился, то есть мои ожидания были очень сильно оправдованы. То есть мы с вами имеем таких персонажей, как из добрых. Это у нас Оптимус, Бамблби, Арси, Вилджек, Мираж, потом у нас Праймал, Эрезер, Читер и Ринекс. Это у нас все добряки. Из злодеев у нас это Скурдж, Найтберд, Баттлтрэп и уже получается Террарконы и сам Юникрон. Но Юникрона самого мы с вами в полный рост не увидели. Да, меня опечалил тот самый факт, что по сути с Юникроном-то мы особо-то не воевали. Хотя столько было речи о том, что вот якобы Юникрон сам появится в фильмах и мы его увидим. Я ожидал, что мы его увидим в полный рост, как он будет сражаться с Оптимусом Праймом или там, например, с Десептиконами и Автоботами, как это было в далеком 1986 году. Я ожидал, что будет что-то подобие, но, увы, так не произошло. Хотя были очень большие ожидания. Хотя столько шума было поднято, что вот сам Юникрон появится, и вот с ним борьба будет в самом разгаре. Но, увы, мы его не увидели. Только увидели то, что как он в форме планеты приближался к Земле, и то, что Оптимус предотвратил это самое появление его на Земле. Да, естественно, автоботам не удалось вернуться к себе домой, из-за того, что они уничтожили тот самый артефакт, который открывает порталы. Но зато появились максималы, которые появляются в кинофраншизе впервые, до этого их не было. Конечно же, расстроил еще тот факт, что персонаж по имени Стратосфер не появился в боях. Он просто привез автоботов на поле боя, охранял, можно сказать, тело Бамблби, пока тот не восстановился. И по сути все. Он во втором появлении он тоже только увозит автоботов с поля боя на землю Америки. И на этом все. Мне не понравился тот факт, что он не принял участие в бою, хотя он такой гигант, и он должен был принимать участие. Я не знал, какое оружие он вообще принимает, что он вообще какую роль будет исполнять. Я ожидал, что мои ожидания были очень большие, что вот якобы он будет сражаться с каким-то большим террарконом, но увы нет. Читер мне очень понравился, он выполнен очень хорошо, что в альт-моде, что в робот-моде. Ринекса в робот-моде очень мало показали, это мне не понравилось. Но очень понравилось, что появился такой новый персонаж, такой яркий, энергичный, как Мираж.
Мираж у нас с главным героем, с человеком, то есть содействует, дружит и так далее, защищает его. Ну и в конце, после титров фильмов, его как бы человек восстанавливает, и якобы он не умер. Но хотя нам показывали четко, ясно про то, что Скурдж якобы Миража очень сильно, смертельно ранит. Но ладно, что человек с ним очень хорошо сблизился и восстановил, хотя тело уже такое себе покалеченное, но все-таки восстановил, и Мираж не умер. Бамблби, мое почтение. Все вы знаете, что я обожаю этого персонажа, и что у меня аватарка канала именно голова и его тело Бамблби. Вот. И поэтому, что мне очень понравилось его появление, мне понравилось то, что его не слили. Хотя многие хейтеры Бамблби были очень довольны тем, что наконец-таки хоть какая-то франшиза без Бамблби. Поймите, никакая франшиза без Бамблби не будет, поскольку Бамблби это лицо франшизы. То же самое, как Мегатрон, Старскрим и вот Оптимус Прайм. То есть никакой иной картины не будет. И хочу заметить тот факт, что это у нас идет прямая линия после фильма Бамблби. Идет вот этот фильм. Хочу сказать то, что очень хорошо так нас посвятили про то, что вот якобы это именно та сюжетная линия, по которой шел сначала фильм Бамблби, а потом идет уже вот этот фильм. Очень хорошо просвещает тех, кто не смотрел фильм Бамблби. То есть сам, получается, как выполнен Бамблби, очень хорошо отталкивается на то, что выполнен в виде фильма Бамблби. И да, если вдруг вы смотрели фильм Бамблби, то вы можете понять, что не хватает у нас таких персонажей, которые, возможно, появятся в будущем, как Броул, Айронхайд и Рэтчет. Ну и там еще, конечно же, наверное, скорее всего, еще какие-то автоботы пролетели. Мы, возможно, их в будущем увидим. Ну а так, всего-то у нас из автоботов это Мираж, Бамблби, Арси, Вилджик, Стратосфер и Оптимус. 6 автоботов и 4 максимала. Но будем считать -1. Если кто не видел, посмотрите, поймете почему и по какой причине. Ну а так прям выполнен фильм очень хорошо, мне понравился. Вот фильм, давно таких хороших и качественных фильмов не было. Франшизу ждет очень богатое будущее. Доволен ли я? Да, доволен. Оценка 10 из 10, поскольку все выполнено качественно. Мои ожидания были оправданы. То есть вот эта вот боевка, вот это вот финальные бои, вот эти мне очень прям понравились. И молодцы. Сам как сюжет, сам как он развернулся, как вот получилось, как погоня в городе у них произошла. Мне прям все понравилось. Конечно, да, главный злодей выглядит не особо как-то так вот, что Оптимус с ним, можно сказать, вот спойлер, да, расправился не так тяжело, как вот с Мегатроном. С Мегатроном, конечно, они борются очень тяжело. Вот прям видно, вот по фильмам Майкла Бэя боевка у него намного лучше, скажу я вам, чем сейчас у других этих вот, кто делает фильмы по трансформерам. А у Майкла Бэя намного лучше была боевка, намного лучше были эффекты. Конечно, у него все намного было лучше. Но все-таки это все начинающая франшиза. Дайте ей шанс расцвести. Поэтому они сейчас учтут нюансы. Возможно, кто-то им даст какой-то совет, и они это все учтут. И еще у нас была отсылка в фильме по поводу игры «Трансформеры. Темная сторона Луны». У нас была такая миссия, где Бамблби в альт-моде выпрыгивал из самолета, а самолетом был у нас автобот Стратосфер. Конечно же, в игре мы его не видели в виде робот-мода этого Стратосфера, а в фильме мы уже Стратосфера в робот-моде увидели, какой он классный, какой он здоровый. И отсылка была той, что Стратосфер подкидывал Бамблби на поле боя, и тот выпрыгивал тоже с самолета. И вы замечаете, что это огромная отсылка, да, на игры, фильм. Возможно, просто совпадение, но все-таки уже большинство фанатов заметило эту самую отсылку. Вот, то, что недаром ее взяли, походу, это уже, то есть какая-то мода пошла на то, что что-то брать из старого, добавлять в новое. Уже многие это замечают. Также люди. Немножко надоедает наблюдать за то, что проблемы есть какие-то у людей.
Во-первых, большинство может со мной согласиться. Большинство приходит посмотреть на то, что как здоровые роботы дерутся между собой, между своими фракциями, как они там общаются, как они проводят свое время, как у них что-то там творится, а не то, что, смотреть, как у людей какие-то проблемы, что их не берут на работу, что у них там у брата кто-то заболел, что у них у кошка там, например, прыгнула с дерева и все с ней окей. Мы приходим посмотреть на то, что как Оптимус Прайм набьет морду Мегатрону, или же, например, в этом случае Скурджу и так далее. Вы ведь со мной согласны? Как же надоело наблюдать, как у людей какие-то проблемы в фильмах, которые называются трансформеры. Идут же все на трансформеры смотреть, а не на людей. Да, можно людей, конечно, добавить, но не надо показывать, как у них какие-то проблемы, как они, например, машину в кредит взяли, и у них нету денег выплатить машину. Камон, кому это интересно? Пожалуйста, учтите это тоже мнение, то, что люди идут смотреть на гигантских роботов, а не на людей. Если идут смотреть на людей, пожалуйста, полно есть фильмов про людей, но никак не про то, что в фильме «Трансформеры» их обсуждать проблемы. Конечно, фильм «Бамблби» тоже были люди, но это было как-то добавлено с другой подачей. Фильм «Бамблби» никто даже не затрагивает, все понимают, что Бамблби был один, протагонистов было всего двое, это у нас по сути Шаттер и Дропкик, а Блицвинга мы засчитывать не будем, ему дали пару секунд и все, по сути его не было. Но в фильме тоже «Трансформеры. Восхождение зверороботов», все было очень интересно, мне понравилось, но мне не понравился еще тот момент, что когда Мираж превратился в доспехи для Ноя. Это выглядело так кринжово, если честно сказать, что в Ноя перешли вот эти части этого самого Миража, и на нем это смотрелось так не очень красиво. Но вообще фильм мне прям понравился. Не знаю, как вам, но я вам его могу посоветовать. Конечно, было мало таких значимых персонажей. Всего запомнилось 3 персонажа: Найтберд, Баттлтрап и Скурдж. Баттлтрапа так слили, конечно. Его взял просто-напросто Оптимус Праймал и его же дубинкой избил до смерти. И все, по сути. Очень быстро слили Баттлтрапа, такого силача, такого, знаете, крупный был Терраркон. Вообще не знаю до этого, какая у них была фракция, но большинство предполагает, что они принадлежали фракции десептиконов. Видим, что у Скурджа полно на его частей есть значки десептиконов, максималов, предаконов и автоботов. Так что он, возможно, мог встретить Рэтчета, Аронхайда, Броула и большинство других. И видим, десептиконы нифига ему уже не друзья. Он уже, походу, с ними тоже начинает как-то, расставаться, что ли, и тоже служить Юникрону, и начинает исполнять юникронские приказы и уничтожать любого на своем пути. Альт-моды, конечно, мне очень понравились, но большинство думало, что вместо Миража будет джаз. Согласитесь, Porsche подходит больше джазу, чем, например, Миражу. Миражу же, правда, что подошла бы какой-нибудь Формула-1 или же то же самое Lamborghini. Но Porsche, Миражу, не знаю, выглядит очень красиво, но мне кажется, лучше бы джазу подошло Porsche. Если вдруг джаз появится в будущих фильмах, то ему придется искать другое Porsche просто-напросто. Или же то же самое, но другой расцветкой. Это же для себя же они сделали не очень корректно. Тоже выглядит неплохо под его стиль. У Бамблби Шевроле Камаро выглядит очень красиво. Оно такое у нас, видим, произошел тюнинг. И очень прям хорошо. У Оптимуса Прайма тоже очень хорошо выполнен альтмод. Тоже видим какой-то надвес, тюнинг отличный. У Арси такой мотоцикл тоже очень хороший, мне понравился, он очень стильный, тем более под мой любимый цвет красный. Читер у нас он видим максималы в основном у нас в робот-моде. То есть не в робот-моде, а альт-моде видим
этих самых зверей. Но если кто не знает, что Максималы до этого, когда, если вы не смотрели мультсериал Максималы, ну то есть зверороботы, то вы могли узнать, почему они постоянно находятся в альт-моде, поскольку они не могут долго находиться в робот-моде. Ну, это надо вам самим узнать, посмотреть, поскольку я уже смотрел данный мультсериал давно, и причиной, почему они постоянно так находятся в альтернативном виде, я уже подзабываю, почему же они так находятся. Ну, а так они, видимо, трансформировались, были в робот-моде, но очень прямо они тоже постарались над их дизайном. Что ж, моя оценка 10 из 10. Советую ли вам я смотреть? Конечно же, да. Но еще раз, у каждого свое мнение, и каждый может судить по своему. Поэтому не воспринимайте мое мнение всерьез. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.